люди, всем привет. Пока никого нету. Будем всех ждать. Так, сейчас глаз попал. Так, сейчас напишем СМС. Где тут у нас СМС? Что тут кого-то натыкать надо? Ну-ка. Нет, не то. Это что такое? Не хочу я это. Сияние. Непонятно, да, что это у нас такое? Это что такое? Да. Ну-ка. А кто-то мне уже лайкнул. Кто там? Пусть будет вот это оригинал. Что такое? Ну все. Уходи. Во. Так, поближе сделаем. Ать. Ну чё, кто там? Кто там есть, кто живой? Где люди? Будем ждать, сейчас соберется кто-нибудь. Так, опять у нас неожиданно решил я сделать стримчик. Вот. В родильном отделении, так скажем. У меня смелость сидит. Опа, Алексей, Александр. Всем, в общем, привет. Народ подтягивается. Так. В общем, что хочу сказать. Решил я просто сделать сегодня стрим. У меня вообще по плану не было никаких стримов. Не хотел я. Кто там привет? Кролики, жизнь деревни. В деревню привет из деревни. Привет всем. Вот, не планировал вообще сегодня стрим, но что-то я сидел. Александра, здравствуй, коллега. Ну, здравствуй, коллега. Так, все, да. В общем, не планировал, как я уже сказал, сегодня никакого стрима, просто сидел, дома было скучно. И я все-таки решил, думаю, пойду я с вами поболтаю. Вот. Сначала хотел на улице, а в теплице к своим кроликам. Кто? Ленкин кролик. Здравствуйте, здравствуйте. Как ваше, кстати, хозяйство? Как ваши кролики? Больше там вам не пишут комментарии злобные, нехорошие. Вот, ну продолжим. Хотел я в теплице, в общем, сначала делать стрим. Вечер добрый, Сергей Прохоров, Арбузянин. Приветствую. Всех, в общем, рад видеть, кто сегодня присутствует. Кто хочет со мной поболтать, спрашивайте. Либо просто слушайте. В общем, у меня сегодня в планах рассказать, как я вообще начинал, да, кролиководство, с чего вообще все началось, потому что в комментариях, да и так, в принципе, в различных соцсетях спрашивают там, как с чего ты начал, там, как у тебя все пошло, не просто же так. Вот. И все-таки я вот решил, сначала хотел записать ролик, но потом, думаю, так в прямом эфире поговорим. В общем, начиналось это все очень просто. Я вообще городской. И не планировал никогда никакими кроликами заниматься. Когда я переехал сюда, я из Казахстана, если вдруг кому интересно, город Кустанай, очень красивый город. Вот, оттуда я переехал сюда, в Иркутск. Ну, были у нас какие-то кролики у супруги с тещей. Так, хорошо, девочки растут, но шиншилла мелковато. Ну, значит, плохо кормите, раз мелковато. Кормите лучше, и будет расти. Вот. А потом я переехал сюда, у жены были какие-то там кролики, 2, по-моему, или 3, ну, таких простых. Вот. И когда я к ним лез в клетку, они меня боялись. Ну, и я, соответственно, боялся их. Они сразу забивались в угол, я пытался протянуть к нему руку, и сам также боялся.
В итоге кого-то там просили из соседей, они, в общем, этих кроликов убрали, так как, ну, я не хотел кроликов заводить, потому что это не мое. Ну, а потом, как-то случайно вообще, ну, наверное, многие из вас знают, вот эти вот розыгрыши в соцсетях, в Вайбере, там, в WhatsApp, то есть создается группа, выставляется какой-то определенный лот, и на него ставят деньги. Например, кролик, да, там 30 человек по 50 рублей, к примеру. Ну, кто там хулиганит? Вы же видите, я разговариваю. И там выставляется кролик с ценой там 1500, к примеру. И там 30 человек по 50 рублей, грубо говоря. И потом, когда все эти 30 человек по 50 рублей сбрасываются, крутится там какая-то рулетка из интернета, не помню, как там вся суть, и выпадает определенное число. Вот. И на кого выпало, тот, соответственно, и победитель. Забирает этого кролика. Либо сам едет, либо как-то там договариваются, уже привозят этого кролика. Вот. И я вообще не знаю, как надоумило меня, и кто меня надоумил поставить на этого кролика вообще чисто случайно. Может быть, просто поддержать людей. Там, видимо, не хватало кому-то для... То есть было, например, 29 человек. О, кто там? Добрый день. Чем кормить отстающих крольчат, чтобы они набирали вес быстрее? Вопрос, конечно, интересный. Чем кормить? Хорошим кормом, и будут вес у вас набирать. Но, опять же, нужно смотреть, что это у вас за кролики, да, почему они отстают. То есть такие кролики, которые, хоть их там анаболиками пичкайте, они не вырастут, будут постоянно отставать. Я уже в своих видео также говорил, что у меня в помете не бывает так, что там 8 крольчат, и все крольчата у меня одинаковые. Там в любом случае будут отстающие. И вот эти отстающие, они, лично в моем хозяйстве не было такого, чтобы они догоняли тех, кто уходил всегда вперед. То есть 5 крольчат, которые там в 2 месяца весят, к примеру, опять все условно, да, весят 2 килограмма, а тот крольчонок весит 300 килограмм, то, соответственно, чем рост крольчат будет больше, эти крольчата будут расти, тот, естественно, конечно, тоже будет расти, но он будет отставать и во много. И он никогда не наберет столько веса, сколько наберут те. Там, например, к 6 месяцам те будут весить около 6 килограмм, а он будет весить 5. Там, я не знаю. Дальше, естественно, если вы его будете кормить хорошо, он, может быть, будет набирать, и то не мышечную массу, а, скорее всего, жир. Может быть, видели, да, таких кроликов, которые, там месяцев по 8, по 9 кроликам, самкам в основном, да, я, по крайней мере, видел, и у них вот такие вот ошейники, да, такие прям здоровые. И, они весят всего 4, там, 800, 400, ладно, 5 килограмм, то есть не по возрасту у них вес. Соответственно, они, вот эти вот кролики, они отстающие. И они, в принципе, не могут набрать ту массу, которую набрали ее сородичи. Все. То есть, ее начинает распирать, вот эти жир весь начинает в ней скапливаться. Все. А мышечной массы-то нету. И хоть будет год, хоть 2, она не наберет вам того веса. По крайней мере, в моем хозяйстве таких случаев у меня не было. Были случаи, у меня также отставали крольчата. Я их, в принципе, кормил. Кстати, у меня где-то есть видео, там 2 крольчонка, однако, они самые маленькие были, там что-то по 1,5 килограмма, однако. Они, в принципе, так и не выросли. Вот эти 2, вот они были, отставали. Не знаю, я их не смог вытянуть. Вот. Некоторые говорят, что можно давать сухари, то ли белого хлеба, то ли черного хлеба, да, для хорошего роста. Но также нужно не забывать, что эти сухари, как бы, я не знаю, я не давал, я не знаю. Они как бы, что жира много в кроликах. Не знаю, я не кормил, я не могу сказать. Вот. И еще могу сказать, что в кролиководстве, да, есть такое понятие отбор. То есть, если вы видите, что данный кролик отстает от всех, вы его докармливаете до определенного там уровня забоя,
Ну и все, и просто убираете. То есть он дальше не в разведение, не тем более в продажу, как некоторые делают. Лучше его не использовать. Ну, как бы это, ну, это неправильно. Потому что, чтобы получить хороший материал, да, нужно хороший материал и, ну, и спаривать, так скажем. Если вы будете непонятно, что с кем спаривать, но результат вы тоже такой же получите. Кстати, мой эксперимент по самке, которая была 4200, что ли, у меня как-то выходило видео. Крольчата, в принципе, неплохие. Там кто там? Так, не, корма доставляет хороший, просто бараны выделяются. 3 категории. На какие 3 категории? Мясные, имею в виду, от 4 до 5, от 5 до 6. Больше не было веса. Самка была 8200, но это редкость. Ну, я не знаю. Ленкин кролик. Я к вам буду обращаться на вы. Я не знаю никаких таких категорий. И даже от вас я слышу первый раз, что бараны подразделяются на такие категории. Есть стандарты породы, да, минимально 4,5, ну и там выше там 8, 9, 10. Кто-то там хвастался мне в свое время, что там и 11-12 килограмм, но когда попросили данного человека на весах показать реальный вес этого кролика, ну, человек планомерно слился. Вот, поэтому не знаю, кролики-бараны, они в принципе, наверное, мясная порода. Вот, не знаю, насчет таких категорий, первый раз слышу. Ну, нет, вряд ли. Вряд ли какие-то там категории. Я понял, я вас узнал, потому что я подписан на ваш канал. И редко, но иногда я смотрю видео ваши. Как бы. Мы с вами, в принципе, общаемся в WhatsApp, как бы я вас узнал. Так, Прохоров, самка 3-4 дня до акрола перестала есть комбикорм. Это нормально. Вот, кстати, по данному поводу, тут либо это может быть нормально, либо это может быть ненормально. Вот, у самок есть такая штука, когда они во время беременности в определенный период, промежуток, перестают некоторое время есть. То есть у меня бывало, что они после покрытия через неделю, там дня 2, они практически ничего не ели. Бывало, что в середине, в середине срока они также переставали есть. Там дня 2, ну ели, но совсем чуть-чуть, то есть не было аппетита. Бывало, что именно в конце, перед акролами, они не едят. То есть, естественно, у них, так скажем, все мысли о родах, об акроле, да, и как бы им может быть даже плоховато. Ну, как бы, да, поэтому они и не хотят есть. Но, опять же, взять мое видео, где у меня шиншилка во время, когда беременная ходила, она перестала есть. То есть ела, все было хорошо, потом где-то на чуть больше половины срока она перестала есть. Я это заметил, ну, она стала меньше, потом еще меньше. Я уже стал ей корма менять. Она все равно ела очень мало, в итоге потом принесла, и молока у нее, в принципе, не было, отказалась, в общем, кормить. Ну, у меня было такое видео, можете посмотреть, как бы тут, ну, я не знаю, смотрите, попробуйте морковки там дать ей, еще что-нибудь, ну, такое из вкусного. Ну, вот. Как бы я не знаю, чем вы кормите. Попробуйте корм немного поменять что-нибудь. Чем вы там кормите? Если одним комбикормом, посмотрите, едят ли все остальные. Если все остальные едят, значит, в принципе, с комбикормом все нормально. Значит, нужно наблюдать за самкой, смотреть по сроку, там, как, что у нее там. В общем, нюансов, конечно, много. Так однозначно говорить. Единственное, в чем я убедился, что в кролиководстве нет единого мнения. Вот это я заметил. То есть каждый будет говорить, сено вроде ест, комбикорм тоже. Ну вот, а вы говорите, она не ест. То есть сейчас пишете, что она и сено ест, и вроде комбикорм ест. Так вы посмотрите, ест она вроде комбикорм или не ест. Как вы? Посмотрите, насыпьте на следующий день, или как у вас кормление проходит. Понаблюдайте за ней. Вот. Что касается кролиководства, вернемся, да, что, опять же, повторюсь, заметил, что нет единого мнения. Каждый исходит из своего опыта, да, и у меня иногда
поражает люди, которые прям так настойчиво утверждают, что этого не может быть, так не должно быть, и это неправильно, к примеру. Вот у меня так, да? Комбикорм не ест, я его не меняю. Ничего понять не могу. Сено вроде есть, комбикорм. Комбикорм тот же. Прошу прощения. Комбикорм тоже. Так, ну, что могу сказать? Наблюдайте тогда. Смотрите, попробуйте, знаете, как сделать. Попробуйте этот корм выгребсти, который у него есть, и новый ей засыпать. Ну и посмотреть. Как бы бывает у меня тоже так, подсыпешь им корм, они едят. Не насыпаешь, вроде есть старый комбикорм, тот, который я насыпал, к примеру, вчера. Они там доели до определенного уровня и не едят. Потом насыпаешь, они начинают есть. Попробуйте такой вариант. Вот. И, кстати, когда у нее там срок? Напишите, когда у нее там срок. Вот, буквально недавно в ВКонтакте я выложил видео с зелеными трапиками. Ну, как вот здесь у меня, там наверху. Ну, летний вариант, да. Я как бы, видео у меня было, где я меняю летнее содержание на зимнее. 26-го. А сегодня что у нас? Сегодня у нас 22-е, однако, да? 22-е. 4 дня. Ну, ждите тогда, ждите. Как вообще она себя там чувствует, да? Также посмотрите, как тяжело дышит, просто лежит, может, ходит, воду пьет, сено ест. Сегодня, ух ты, следите, 23-й, ну вот 3 дня. То есть, ну она же, кролики у нас 28-36 дней, однако, да? Ну вот считайте, если сегодня 23, а может она сегодня окролится. Я тоже баранов держу больше, чем... Ну вот. Значит, у вас не мясные бараны, у вас... Значит, тоже как у меня, не знаю. Может быть, раньше и были такие бараны. Может быть. Потому что многие говорят, там и по 8, и по 9, и по 10 килограмм раньше были. Ну, не знаю. Сейчас я таких не наблюдаю. Видел недавно 7600, 7800. Но вот Ленкин кролик говорит, что 8200. Ну, может быть, может быть. Не знаю. Как бы. Лично не видел, ничего сказать не могу. Вот, вернемся к трапикам. И человек мне говорит, что данные трапики, они... Я, по-моему, в прошлом стриме об этом говорил, да? Что эти трапики, они плохие, они не подходят. Ну, в общем, не айс. Ну, как бы я этими трапиками пользуюсь уже 2-й год, может, даже 3-й, не знаю. Ну, как бы ни один трапик не пострадал от кролика. 2 трапика пострадало от меня, когда я менял летнее на зимнее содержание, стелил солому, убирал трапики, я 2 трапика сломал. Ну, это моя вина, это не вина кроликов. Вот. И он мне пытался доказать, что на той сетке, на которой я держу, это 25 на 25, 2,5 миллиметра толщина у него, это старая клетка, я не помню, из-под шиншиллана, однако люди до этого держали. Вот, это бэушная клетка, еще, однако, советская. Я ее обжигал, ну и делал клетки. Вот. Я ему объясняю, что у меня же трапики стоят, в принципе, удобно. Все, он мне говорит, что нет, и все, нет, и все. Ну, не знаю. Вот. Да и много таких моментов разных в кролиководстве, что люди говорят, вот в моем опыте не было такого, другие говорят, в моем было. В общем, споров очень много в разной сфере, начиная от кормления, заканчивая содержанием и случками. Поэтому, прежде чем приходить к какому-то мнению, нужно несколько там человек послушать, да, нескольких людей поспрашивать. Вот. А не в омут с головой бросаться там в одного кроликовода, который там якобы говорит. Тоже вот много мне лично примеров приводили про кроликовода. Я не буду говорить, кто это. У него много там подписчиков, люди ему там свято доверяют. Ну, вот, я его, кстати, раньше тоже смотрел. Вот, и мне говорят, а вот у него вот клетки там такие должны быть, у тебя там не такие клетки. Ну, сделал я такую клетку, как у него сделал. Посадил я туда кролика, строкача. Ну, я же посмотрел, человек же врать не будет. Человек опытный, много лет занимается. В итоге я сделал клетку, посадил строкача, а эта клетка с маточником, вот с такусеньким маточником, там, я не знаю, по-моему, 30 на сколько. Сделал я, посадил самку, и самка у меня одна практически во всю эту клетку. То есть лично для моих кроликов
такая клетка, она не подошла. То есть вот, пожалуйста, да, он говорит, что у меня неправильное содержание, у меня не такие клетки, должны быть вот такие вот клетки и так далее. Но я посадил своего кролика, а мой кролик оказался уж очень большой для такой клетки. И все, и я убрал ту клетку, стал делать под своих кроликов. Поэтому прежде чем делать клетки, сначала посмотрите, какие у вас кролики. Если у вас большие кролики, естественно, и клетки нужно делать больше. Если у вас такие кролики, как Рексиса, ну, им и клетки меньше надо делать, не как тем же Фландерам. Вот у меня, в принципе, нормальные клетки. Я экспериментировал, то делал одни, то делал другие. Ну и в итоге вроде подобрал. Ну, не знаю, может быть, посижу, посмотрю, может, следующим летом решу переделать. Не знаю. Как говорится, ничего не должно стоять на месте, нужно постоянно двигаться, что-то облегчать, так скажем, себе труд. Вот. Ну, что-то я заговорился, давайте вернемся к самой непосредственно теме, как я вообще начал это кролиководство. Ну и в итоге мы положили денежку в этот чат, и в итоге мы победили. И первый наш кролик это был калифорниец. У меня не было тогда еще ни клеток, у меня вообще ничего не было. От старых кроликов что-то там осталось. Привезли мы этого кролика. Естественно, к этому кролику нужно было подобрать пару. Зачем мне один кролик, если они плодиться не будут? Опять мы залазим в эти сообщества, в эти розыгрыши, ставим и выигрываем мы белого великана. Белого великана мы выиграли. По-моему, они там были 2 мальчика. Да, потому что нам пришлось где-то еще искать к ним пары подбирать. И третий кролик у меня был французский баран. Это было 6 лет назад. Это был мой первый французский баран. Рыжий, я помню. Шикарный баран. Ну, даже сейчас я вот со своими сравниваю. Да, он был достойный. Он был крупный, он был большой. Вот. И так у меня оказалось 3 кролика. Естественно, они были все 3 пацана. Им нужна была девочка. И первая моя покупка это был кролик Рекс. Мы ездили за 100 километров за этим Рексом. Он тогда стоил 1500. Это была моя самая дорогая покупка. На тот момент 1500. Плюс проехать 100 километров в одну сторону, 100 километров в другую. Для меня это было вообще... Мы просто с супругой не понимали, для чего нам это надо. Тратить такие бешеные деньги по тем временам, 6 лет назад для нас это были бешеные деньги, 1500 рублей. Но в итоге очень кролик нам понравился, мы в нем, как говорится, души не чаяли. Это была у нас девочка. Ну, можно сказать, с этого-то все и началось. К одним мы стали, потом уже в розыгрыше нам перестало вести, мы стали проигрывать, что-то мы плюнули на это дело. Вот, да, и когда... вот эти розыгрыши только начинались, материал, который там продавался, там разные были животные, материал был хороший. Я не знаю, по каким критериям они отбирались, кто на них смотрел с точки зрения профессионализма. Вот. Но потом, когда стали эти розыгрыши там, везде, их стало много, кролики, по крайней мере, кролики стали ужасного качества. И выигрывали и больных кроликов, и кривых, косых. Лично мне со сломанным ухом попадался французский баран. В общем, вот такие вот нюансы. Я решил, что нет, все, больше хватит этих розыгрышей, потому что материал ни о чем. Проще мне за мои же деньги приехать, посмотреть, не покупать кота в мешке, приехать посмотреть и уже купить. Вот. Ну и с этого момента у меня, так скажем, и началась вот эта моя кролиководческая деятельность. Потом я купил кролика в 1 месяц, ему был у Дарьи с Хомутова. Дарья, если ты меня слышишь, видишь, тебе привет. За кролика. Кролик был хороший. Ну, сейчас на данный момент у меня этого кролика нету. Вот. И все, и понеслась. Как говорится, стоило было только начать, все это и понеслось. После этого пошли белых великанов, я купил тоже хороших. Потом подкупил еще французских баранов, калифорнийцев еще подкупил, бургунцев подкупил, рексов подкупил. В общем, вот столько у меня было пород. Они же имеют свойство плодиться.
им же нужно где-то доставать место. И по ходу действия, когда у меня кролики появлялись, я наспех делал все эти клетки, все эти сооружения. В итоге потом мы приняли решение, что кроликов у нас сильно много, а от кого-то нужно было избавляться. И мы избавились от Калифорнии. Не потому, что она, ну не то, что она меня не впечатлила, да хотя нет, она, наверное, меня не впечатлила. Вот. Ну, может быть, мне такие кролики попались. Не евро, конечно, не евро, обычные уже обрусевшие россияне, так скажем. В итоге мы от них избавились. Потом избавились от бургунцев. Их много нахваливали, бургунцев, но не в моем случае. Бургунцы мне принесли... Они не были мясными. Я бы не сказал, что они там по сколько-то, 5-6 килограмм, сколько там, я не знаю. Они были маленькие. Она мне долго не могла покрыться, потом покрылась, принесла мне 3 штуки, я понял, что с нее ловить нечего. Ну и в итоге также мы их убрали. Вот, в итоге у меня остались рексы, бараны и белые великаны. Потом тоже через какой-то определенный промежуток времени у нас погибает то самец, потом погиб, однако, потом самка. Начали искать себе кроликов, а найти хороший материал у нас, к сожалению, мы не смогли. Раньше я вообще не думал о том, что где-то можно заказать там с Москвы, там с другой республики, с Белоруссии, там с Украины, еще откуда-нибудь. Об этом я вообще никогда не думал. Во-первых, это было страшно. Кому-то деньги отправлять непонятно за что и что тебе приедет. Это сейчас я уже как бы... Дорожка протоптана, я теперь знаю, кому где там, так скажем, за бугром обратиться, где можно приобрести кроликов. Вот, и в итоге потом мы приняли решение, что нам нужно избавиться от белых великанов, потому что линии уже те же самые пары, обновлять было нечем, ну и в итоге мы с ними расстались. Потом мы расстались с рексами по той же самой причине, что не было обновлений никаких. По месту практически все наши были рексы. Сергей Прохоров, самки бывает не едят до крова, это нормально, предложи крапивки, та-та-та-та-та-та. Ну вот, Сергей вам и ответили. Вот, ну и в итоге потом мы по этой же причине и избавились от рексов. И одних баранов, естественно, держать мы не смогли, завели строкачей, о чем я ни на грамм не жалею. Вот, и теперь я держу только баранов и строкачей. Но все-таки руки чешутся приобрести опять рексов. Рексы очень шикарные, есть, я видел, что у меня, что у супруги. Глаза горят, руки чешутся, хотим рексов. Но пока себе этого позволить не можем, потому что места никак у нас нету. Да и как бы пока не знаю. Но планы есть. Завести рексов. Купить очень уж больно, они нам нравятся. Вот, что там у нас по сообщениям? Так, 23 тоже барана держу, да, тоже 7 килограмм не набирали. Нет, плохо, витамины, если нет крапивы, аптеки есть, заваривают, вместо воды пьют, хорошо. Ну вот, к примеру, возьмем ниже сказанному по поводу разногласия в кролиководстве. Да, что пишут за партии там крапиву и так далее и тому подобное, пьют хорошо. Но пьют хорошо где? В вашем хозяйстве. Но не факт, что это будут делать у Сергея, да, вот именно эта самка. Вот. Поэтому потратить деньги, я не знаю. Смотрите, в общем, сами. В общем, любое содержание, оно не может быть одинаково в разных хозяйствах. Оно будет разное. Кормление будет тоже разное. Одни там не приемлют комбикормом, чисто на зерносмесях различных, без добавления комбикормом, и это нормально. Считаю, что в комбикорме там яд, всякие примеси, ну и что-нибудь такое. Ну, для души, не знаю. Не знаю. Что значит для души? Объясните. То есть это не мясная порода. То есть рексы это не мясная порода. Я так предполагаю. Но скажу одно, что выход. Добрый день, а вы не подскажете, в Москве можно где приобрести?
Так, сейчас отвечу на два вопроса. Первое. В Москве вообще масса французских баранов. Стоит только открыть любое объявление. Если интересно, напишите мне в личку 8 950 091 0502. Вот. Там подумаем, посмотрим, к кому можно обратиться. Есть люди там с Москвы, рядом с Москвой, где, которые держат хороших кроликов. Как, да, не обманывают людей, в принципе, за товар несут ответственность. Вот. Что касается что-то маленький вес, согласен. Вес у рексов маленький, но при всем при том, за счет того, что у них тонкие кости, тонкая шкурка, маленькая голова, выход мяса у них достаточно такой неплохой. Если, например, сравнивать, сейчас я не помню, я вообще редко забивал рексов, но приходилось, но выход мяса, был достаточно неплохой. Об этом многие говорят. Есть Наталья, она, по-моему, из Красноярска, она держит рексов, и она говорит, да, что у них выход мяса очень даже неплохой. Но опять же, смотря с чем сравнивать. То есть, смотрите, несмотря на свои габариты какого-нибудь кролика, например, возьмем барана французского, да, мы его забиваем, убираем кости, голову, все вот эти отходы, и получаем мясо. То есть, я не знаю. Как сказать, в общем, выход мяса у рексов, несмотря на то, что они маленькие, он у них хороший, у рексов. Это я знаю точно. Потому что у них тонкие кости, тонкая шкурка, маленькая голова. В общем, за счет вот этого мышечная масса у них получается больше. Но опять же, надо смотреть, какие у вас рексы. Да? Если у вас какие-нибудь карликовые, вот такие маленькие рексики. Хороший рекс, он, в принципе, более 4 килограмм он весит. Там, во сколько? Я помню, у меня были черные рексы. Черные рексы были. И в 4 месяца он весил 4 килограмма. Да, по-моему, так. Это была единственная линия, которая из моих самых первых рексов, черные, вот они были самые большие. И я помню, я его убрал, и у него было очень достаточное количество мяса. Вот. Белые, они были меньше всех, это я точно помню, потому что я их тоже забивал. Да и по виду они меньше гораздо. Рексы как плюшка, приятно трогать, ласкать, но НЗК они не уступают. Но НЗК они не уступают. Не уступают НЗК. То есть вы сравнили НЗК и рексов, говорите, что они маленькие, они только для души. Вот, согласен, шкурка у них отличная, просто изумительная. Но проблема в том, проблема у нас, да, в России, что эти шкурки, они по факту никому не нужны. То есть ничего у нас не отлажено, поэтому у нас, наверное, и так не развито вот это вот рексоводство, так скажем. Вот. Многие забивают этих кроликов, шкурки кто-то выкидывает, кто-то сжигает. А если ты хочешь, чтобы тебе эту шкурку выделали, то тебе приходится за это платить. То есть куда-то съездить, заплатить деньги, и тебе ее выделают. Но опять же, качество выделки, и раскраса, да, согласен. У рексов колоссальное количество различных окрасов. То же самое, что и у баранов. Да? У баранов также много различных окрасов. Вот. Что мне в баранах и нравится, да, это многообразие окрасов. То есть смотришь на них как на радугу, все интересно. То же самое и у рексов, то же самое. Много разных окрасов. То есть миксуешь их и получаешь целую радугу. Вот. Что касается шкурок, да, не налажена у нас вот эта вот вся система, поэтому нету людей, может быть, нету людей. Вот, я про шкурки и говорю. Потому что у нас не настроена, не отлажена вот эта вот структура, да, по приему вот этих шкурок. Если бы, к примеру, вам, как кролиководу, сказали, вот давай мы вот, ты вот нам звонишь, там,
20-30 шкурок, ну, к примеру, сдаешь, мы тебе за это платим. Не ты платишь за то, что ты сдаешь, чтобы не выкидывать, не сжигать там еще что-нибудь. Ты платишь за это деньги, и, ну, чтобы они тебе там переработали. А тебе за это бы платили. Согласитесь, у людей бы, наверное, был бы интерес заниматься, да, теми же рексами. Он собрал там их 10-20 шкурок, отвез, ему денежку заплатили. Ну, к примеру, он это сдал. Толку нету, да? Ну, тогда варюшки вяжите. Раз умеете выделывать, тогда вяжите варюшки, вяжите носочки. Из этих шкурок делаете, да, я не знаю, как это делается, но делайте, можете варюшками продавать, носочками продавать. У меня, кстати, была такая идея по поводу шкурок. Если бы я, конечно, умел их выделывать, естественно, шапка, варюшки, жилетка на моей жене были бы уже давно. Но так как я этого не умею делать, естественно, шкурок я никаких не выделываю. Вот, ну а если вы умеете, пожалуйста, кто вам мешает? Можете варежками продавать. Тоже как бы вещь интересная. Так, ну вроде бы... Что там есть у нас еще? Какие-нибудь сообщения? Невостребованный вес маленький. Так, что тут еще? А вроде что-то ничего более нету. Ну что вам еще? Что вам еще рассказать? Ну-ка исчезай. Чистка у меня сегодня была в этом помещении. Стены немножко протер. В клетках почистил. Под клетками убрал. Крольчата вон растут. Да? Сейчас попробуем. Так, здравствуйте, Наталья, да? Ну, вообще я продаю с 3 месяцев. Не продаю с 2 месяцев, не продаю, тем более с месяца не продаю, начинаю с 3. Сейчас поясню почему. Ну, я откуда знаю, почему у него уши едят? Не могу сказать, ну, хотят едят, хотят не едят. Я же не знаю содержание, кормление, как вот можно вот так вот. Вот иногда вот люди спрашивают, почему у меня едят, к примеру, уши, да, возьмем опять же этот вопрос. Да откуда я могу знать, почему едят? Вы не говорите ни содержания, вы не говорите о кормлении и так далее, и так далее. Вот эти все нюансы, да, вот много... кто там? Владимир. Владимир, здравствуйте. Так, что-то я уже запутался, я же там кому-то ответить хотел. Так, давайте сначала я Наталье отвечу, да. По поводу кроликов. С доставкой проблем до Улан-Удэ не будет. Это недалеко от меня, я так думаю, на маршрутке, либо на поезде. Если я не ошибаюсь, 500 рублей в сутки до вас, однако, будет. Кроликов я продаю с 3 месяцев, потому что в данном возрасте, я считаю, это самая минимальная должна быть продажа. Потому что ты уже видишь в этом возрасте, что кролик начинает из себя представлять, если ты продаешь на племя, да, кроликов, что у него там формируется все достаточно неплохо. В месяц там определять в принципе нечего, что там вырастет, как это рост пойдет. Поэтому я продаю только с 3 месяцев. Так. Так, по поводу крольчих баран. Я пускаю после 5 месяцев самок. Я их не держу ни до 8, ни до 9 месяцев, потому что, как показывает практика, не только моя, да хотя я, в принципе, раньше никогда и не держал до 8 месяцев, они потом очень плохо идут в случку. Но опять же, нужно смотреть кормление, да, если вы их закармливаете до 8 месяцев, как поросеночка, конечно, там все зажиреет и ни о каком покрытии речи быть не может. Если вы кормите дозированно, правильно, то, я думаю, можно, если есть возможность, ну не то, что есть возможность, если нет возможности крыть раньше, то можете держать и до 8. Вот. Я обычно начинаю крыть после 5 месяцев, если вес уже за 5 килограмм. Вот. Это крайне редко. Вот была вот у меня одна, мне пришлось ее покрыть, она весила 4200.
Ну, видео у меня про это есть. Сейчас она весит 5400. Вот буквально она вот недавно я ее покрыл. Буся называется, зовут ее. Она весит 5400. Ну, как бы вот она набрала. Была 4200, стала 5400. Вот как-то так. Сейчас кролика надо взять. А то что уж мы сидим без кроликов. Ё-моё, айда. 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 Вот такого возьмем, а то люди говорят, что без кроликов видео. У меня, кстати, сегодня будет новое видео, как кролик отморозил себе ухо. Вот. И отгрыз его. Ну, не полностью, он погрыз ухо, отморозил его. Вот будет сегодня у нас видео. После стрима, я не знаю, там отдохну немножко. Пойду делами позанимаюсь, а потом выложу. Ну что, покажись, давай покажемся. Вот такой у меня. Пацан. Оп. Оп. Спасибо за ответ. Ой, как у нас погода? Да холодно у нас. Как у нас погода? Я вот сижу в родильном отделении. Здесь тепло, здесь у меня обогреватель. Вот, а так на улице холодно. До этого что-то была оттепель. Я вообще зимой использую снег для кроликов, но в теплице снег стал таять, и я принял решение, что поменяю опять на воду. Вот. Даже несмотря на то, что мое сегодняшнее видео будет говорить об обратном, о том, что я перехожу на снег. После того видео я перешел на снег, а сейчас обратно вот сегодня обратно перешел на воду, потому что снег тает, они его выгребают, ну и в итоге под ногами у них все мокро, а это не есть хорошо. Так. Угу. От веса. Интересно. Но, опять же, Елена, да, к случку идут по-разному. Что значит по-разному? В случку они идут одинаково. Берется самка, подсаживается к самцу, и случка происходит. Это у всех кроликов идет одинаково. Что касается веса, естественно, вы не будете рано сажать эту самку. Если она, к примеру, весит, там, вот как я вот для эксперимента, 4400, либо 4200, ну, к примеру, да, это говорит о том, что если самка так мало весит, ну, значит, с ней немножко что-то не так. Вот, потому что я вот, когда про нее видео выкладывал, я говорил, что она шла в рост, с ней было все хорошо, а потом внезапно ее сестра стала обгонять. Как относитесь к великанам? Это, наверное, про погоду-то не у меня, наверное, спрашивали, да? Арбузянин. Или у меня? У кого тут холодно? У нас 40 стояло 2 недели, сегодня 20. Тепло. Ну да, минус 20 для кого-то тепло, для кого-то холодно. Так, Корсар, как относишься к великанам? В каком смысле как отношусь? И к каким великанам? Иногда люди называют великанами любого большого кролика, который выглядит гораздо больше, чем обычный кролик. Ко мне как-то человек обратился, чтобы я посмотрел строкача. Ну, строкач — это немецкий пестрый великан. Да? Слово великан подразумевает собой большого кролика. Вот. А этот данный великан, строкач, он весил 4 с копеечкой. Ему было около 8 месяцев. Естественно, как великанов его назвать нельзя. Это просто брак. Такой не должен идти в разведение. Ну, а человек его просто продавал как немецкого пестрого великана. И, ну, по незнанке люди могли бы его и купить. Вот. Великан подразумевает в себе большой вес. Ну, хотя бараны тоже считаются, на мой взгляд, великанами. Ну, мне кажется, это средняя порода. Великан, ну, это фландер, это великан. 8, 9, там, 10, 12, сколько они там весят, я не знаю. Ну, а бараны это среднее. 5,5 и там 6, 7, 8.
Так, у нас плюс 1. Ого, в Саратове области климат с каждым годом меняется. Да не за что. И вам не хворать. +1 вообще, арбузянин, у вас вообще в Саратове хорошо. У нас прошлой зимой вообще было -47 или 48. Вот это да. У кроликов, у некоторых... Да я, кстати, видео выкладывал, где я их хожу, смотрю, у них там иней по всему лицу. Но нет, надо строить, наверное, строить помещение, потому что, во-первых, и кроликам вот эти вот перепады, они мне совсем не нравятся. То есть, получается, ночью холодно, там, к примеру, -30, днем -15, 18, 19. То есть, они у меня сидят в теплице. Сейчас, секунду. У меня тут стрим идет. С людьми разговариваю. Видишь? Ой, не видишь, я тут с людьми разговариваю. Стрим. Так, сейчас я старый оскол. Вы только... Нет, я развожу немецких пестрых великанов. Это строкачей, ну и французских баранов. Так, что тут у нас еще? Нет, я не с Урала, я с Иркутска. Это Восточная Сибирь. Вот, город Иркутск. Так, мы, наверное, будем закругляться со стримом. За мной пришла супруга. Уже грозится мне кулаком. Пойдем, говорит, есть. Так что на этом будем прощаться. Во вторник планирую еще делать один стрим. Пока еще тему не придумал. Во сколько еще пока не знаю. Но я думаю, ближе к вечеру. По Москве, может быть, в час, может быть, 2 московского времени. Это в Иркутске, где-то будет часов 6-7 вечера. Появится свободное время. Ну, мы с вами поболтаем. Так что присоединяйтесь во вторник. Буду всех ждать. Это все. Пока-пока. Ты, блядь, блогер ебаный.